Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про очень дешевый макрообъектив для APS-C камер и для микро 4 третьих TT Artisan 40 мм f2.8. На канале уже есть пара роликов, где я обозреваю от этой компании TT Artisan парочку автофокусных объективов. У меня был обзор достаточно подробный на их очень неплохой, тоже супер дешевый блинчик 27 мм f2.8 с автофокусом для APS-C камер. Также у меня есть обзор уже на их 35 f1.8. Ну, это типа как полтинник на кропе получается. Но он мне что-то особо не понравился. На самом деле там и с резкостью немножко проблемы, и с засветками какие-то беды присутствуют. Не самое лучшее стекло, но все же в любом случае мне было очень интересно про них рассказать, потому что объективы стоят прям совсем дешево, $150. Это для объектива, да еще и автофокусного, реально не очень серьезные деньги. Мне эти объективы присылал сам производитель без каких-либо там тех заданий, без каких-то пожеланий, чтобы я их там прямо нахваливал. То есть, вот я честно говорю, 27 мм блинчик, он не очень быстро фокусируется, но он прям офигенно резкий, он прям очень неплох для тех денег, сколько он стоит. А вот 35 1.8 мне не понравился. Прям откровенно, честно говорю, он не очень. Сейчас также TT Artisan мне прислали еще на обзор объектив прикольный такой портретник 56 мм f1.8, что в эквиваленте как раз получается 85 мм, такие классические. И вот он мне уже более-менее нравится, он вполне себе неплох. Я пока еще не закончил его тестирование, и пока еще нет возможности сделать на него обзор, но заранее могу сказать, что он прям намного лучше, чем 35 1.8 получился, и объектив, в общем-то, скорее всего, будет not bad прям такой. А вот наш сегодняшний герой мне достался от подписчика, он дал мне его для тестирования, мне его никто, опять же, не засылал, просто человек дал посмотреть, зацени, как тебе этот объектив. Я немножко на него поснимал макро в ботаническом саду, как обычно зимой, потому что где еще тут макро поснимаешь, жучки нигде не ползают в Санкт-Петербурге посреди зимы, поэтому приходится цветуечки фоткать в оранжереях. И объектив этот представлен как для APS-C формата матрицы и также для микро 4 третьих. И поэтому, если ты на кропе обычном, стандартном каком-то там, допустим, на Fuji или на Sony его используешь, то у тебя получается в эквиваленте 60 мм получается. Умножаем на 1,5. А если ты используешь на микро 4 третьих, где кроп-фактор 2, соответственно, у тебя уже 80 мм, что действительно неплохое фокусное расстояние для макросъемки. Цена, опять же, на этот макрообъектив просто смехотворная, те же самые $150. Я смотрю, они так держатся, какой-то вот этой планки. Слишком дорогих объективов стараются не делать TT Artisan. И, вы знаете, я ожидал, что будет, наверное, какие-то компромиссные решения, может быть, какие-то недоработки. Потому что все-таки макрообъектив довольно сложно сделать хороший. Но, как оказалось, это отлично собранный объектив с полностью металлическим корпусом, с приятным плавным ходом кольца, с реальным макро 1 к 1, что тоже довольно круто. Давайте я сейчас последовательно уже буду действовать. Расскажу сначала про то, как объектив устроен, покажу вам сейчас, как он в руках выглядит, а дальше уже мы к картиночкам перейдем. Объектив хоть и невелик габаритами, но довольно-таки ощутимо весит. Он и собран, в общем, весь из металла, то есть тут прям все из металла. Влагозащиты, конечно же, нет. Тут никакого, колечка нет, ничего такого. Все металлическое, байонетное крепление тоже металл. Из органов управления здесь 2 кольца. Это вот узкое, ближе к основанию, это переключение диафрагмы. Оно имеет щелчки, отстукивает, третий стопов от f2.8 до f16 может закрываться. f16 абсолютно бессмысленная, конечно, наверное, здесь, особенно в макро. Я думаю, где-то на микре, где-то до 8 это предел. Дальше уже начнется дифракция и смягчение картинки. Вот на 8, если ты на микру его цепляешь, можно остановиться, пожалуй. Нужно остановиться, точнее. И вот в середине находится еще одно кольцо, тоже из металла, как раз для того, чтобы менять дистанцию фокусировки и степень увеличения, соответственно. И у него просто-таки огромный ход, оно от бесконечности до 23
сантиметров очень так бодренько переходит сначала, а вот как раз уже на макродистанциях еще где-то, наверное, 1,5 оборота ты делаешь. Минимальная дистанция фокусировки здесь 17 сантиметров. Хоботок, как видите, при этом, при всех этих манипуляциях выдвигается, и объектив становится почти в 2 раза длиннее. Здесь вот удобно нанесены надписи, какая степень увеличения у тебя будет. Вот 1:1, самое дальнее, самое последнее. А так вот 1:1,5, 1:2 и так далее. Там крышечка его объектива тоже, кстати говоря, из металла сделана. И она не надевается, а накручивается, как у каких-нибудь, не знаю, там лим-объективов на Пентаксе, к примеру. Ну, она такая прям тоже качественная. Диаметр светофильтра здесь очень небольшой, тоже 52 мм всего лишь. Передняя линза, причем находится очень далеко, глубоко внутри тубуса, не знаю, хорошо ли видно, да, наверное, вот сейчас немножко подергаю вот так. Так что бленда тут особо не требуется, ну, не нужна какая-то особая защита от боковых засветок. Единственное, что я в контровом свете, наверное, не потестирую, потому что погода не очень сейчас. Как я уже сказал, снимал я среди зимы в ботаническом саду, в оранжерее, и погода была достаточно пасмурная, то есть солнышко особо не светило, то есть, короче говоря, с освещением будет плоховато. И на какой-нибудь другой камере, наверное, мне бы пришлось там поднимать ISO, может быть, там какие-то вспышки пытаться использовать из-под тишка, потому что вообще-то там, по идее, нельзя вспышки использовать в этой оранжерее. Но я, к счастью, использовал камеру, хотел сказать, Olympus, уже OM System, OM5, у которой очень хороший матричный стабилизатор, поэтому я просто вручную выставил, что у меня фокусное расстояние 40 мм, потому что объектив, он все-таки не имеет никакого, да, как бы соединения с камерой, он не передает никакой информации о том, какое там фокусное, надо все ручками выставить. Ну, для того, чтобы стабилизатор корректно работал. И, соответственно, мне не приходилось поднимать ISO больше 800 единиц, но в большинстве случаев, да, чтобы избежать уж совсем смаза какого-то, оставаться в рамках каких-то адекватных даже для стабилизированной тушки выдержек, все-таки я снимал в массе свои снимки на f2.8, на максимально открытой диафрагме. Изредка очень там мало снимков будет на f4. Я даже подписывать не буду. В общем, большая часть считайте, что на f2.8 снята по умолчанию. Зато эти снимки как раз-таки очень показательны, потому что, при его охрененно низкой цене этого объектива, я думал, что, действительно будут какие-то проблемы, может быть, у меня там хроматические аберрации полезут, может быть, уродливое боке будет, может быть, там нерезкость какая-то будет на максимально открытой, хотя это вроде бы макрообъектив, он обязан быть резким, да, и... Вы знаете, я ошибался, оказалось, что все прекрасно, на максимально открытой дырке у него очень хорошо все с контрастом, с микроконтрастом, никакой хроматической аберрации нигде у меня не поперло, очень чистая, приятная картинка, что прям реально удивляет. Никакого мыла там нет, допустим, по углам, по крайней мере, на микро 4 третьих, потому что я смотрел вообще обзоры западных каких-то блогеров на этот объектив, кто там про него уже рассказывал, до того, как взяться за это видео, да, ознакомиться, что они, в общем-то, думают про него, что могут сказать, потому что на APS-C-то я не пробовал, а они все и на обычном кропе, да, как бы использовали, на микре там вообще нет, по-моему, обзоров на него, разве что у Ванифатьева вроде, но там такой обзор, что как бы смотреть аж тошно. Короче, суть в чем? На максимально открытой, на кропах на APS-C этот объектив, конечно, имеет и виньетку на f2.8, и немножечко мыльцо по углам. Но когда ты используешь, собственно, это стекло не на камере с кроп-фактором 1,5, а на кроп-факторе 2 на микро 4 третьих, у тебя вот эти углы, они обрезаются, и поэтому у тебя остается только сочная, резкая, очень красивая середина. Так что для микры он прям реально прекрасен, то есть он просто чудесно себя показывает на ней.
Ну и насчет бакешки я тоже упомянул здесь, да. Я ожидал, что, может быть, окажется не очень красивым как-то баке, потому что на довольно примитивных китайских стеклах некоторых бакеха реально бывает очень дерганная, нервная и так далее. Но здесь оказалась вот эта зона размытия, она оказалась вполне себе неплохая, мне даже понравилась, вполне приятная, мягонькая. Ну, конечно, опять же, на каком-нибудь возьмем, если мы макрообъектив Olympus 60 мм f2.8, на тех же f2.8, у него будет гораздо более приятная, нежная, воздушная, распрекрасная боке, там прям вообще кайф, прям вообще супер красота какая там получается. Здесь, конечно же, будет грубее бакешка, но не прям там в 100 раз, она не сильно хуже, как по мне, вполне себе нормальная. Ну и, конечно же, что максимально важно для макрообъектива, то, что у него картинка в зоне резкости, если ты нормально попал, да, потому что все-таки вручную надо фокусироваться, просто охрененно детализированная, с охеренным микроконтрастом, все самые там мельчайшие детальки отлично подчеркнуты, ну, прям очень хорошо. Даже прикрываться не надо, на f2.8 вполне себе неплохо, потому что, ну, на микро 4.3 у тебя, во-первых, еще и глубина резкости все-таки довольно большая. Тут можно так сильно дырку не закрывать, как на более крупноматричных камерах. В общем-то, короче говоря, я, пожалуй, хочу похвалить этот объектив. У TT Artisans реально хорошо получился этот 40 мм f2.8 макро. И он очень неплохое решение для камер с APS-C форматом матрицы и просто отличное для микро 4/3. Ну и опять же есть, конечно, опции и в самой системе микро 4/3 от Panasonic, например, мне нравится 30 мм f2.8, он недорогой и очень резкий, но все равно дороже, чем этот объектив, про который мы сегодня разговариваем. У Olympus есть прекрасный 60 мм f2.8, на него у меня есть обзор на канале, он просто супер, прямо великолепный. Ну, он при этом и стоит в 3 раза дороже, опять же, чем этот объектив. Есть вообще про-стекло, которое стоит там вообще космических денег, там 90 мм f3.5 у Olympus, там с влагозащитой, там, блядь, с металлическим корпусом, с увеличением 2 к 1. Но это все объективы, они из какой-то другой вообще вселенной, потому что у них есть у всех автофокус, они там круто как-то сделаны, у них супер оптика, они очень при этом дорогие. Здесь за такой прайс в виде $150, а на вторичке еще, наверное, дешевле, нет ничего, наверное, лучше для микры, потому что, ну, может, да, наверное, новичка отпугнуть немножечко отсутствие автофокуса, но, опять же, этого новичка хочу утешить тем, что все равно, если ты снимаешь макро, то на таких увеличениях, как 1 там, на 1,5, 1 к 1, тебе, ну, бляха-муха, автофокус особо не нужен, ты все равно там большую часть времени фокусироваться будешь вручную, даже с автофокусным объективом, и просто, ну, пытаться попасть куда тебе нужно зоной резкости, двигаясь сам взад-вперед. Ну, если ты прямо задрочился, то возьмешь какие-то специальные салазки, по которым будет двигаться камера. Так можно, кстати говоря, делать еще и брекетинг, то есть, ну, серию снимков с двигающейся глубиной резкости, и потом их объединять или отдельно в каком-то приложении или внутри самих камер. У Olympus есть такая возможность. Ну, лучше, конечно, в отдельных приложениях, там это будет гораздо точнее и краше. Ну, из немногочисленных, недорогих объективов каких-то для макро, которые способны на настоящее макро 1 к 1, наверное, это самый такой наилучший, оптимальный вариант, особенно для людей, которые хотели бы просто немножечко побаловаться с макро, поснимать что-то вблизи, но не углубляться в эту тему как-то особо и не тратить невероятные
финансы какие-то на вот это все. Ну, то есть не покупать сразу за 100 тысяч какой-то объектив, при том, что ты не знаешь, надо тебе это вообще или нет, а взять, попробовать, поиграться. Это недорого, недорогая игрушка. Вполне себе, в общем-то, неплохой вариант. Но я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение про объективчик TT Artisan 40 мм f2.8 макро. Делитесь своими макро-впечатлениями, если у вас есть какой-то опыт его использования, или вы другие какие-то пользовались, или хотели бы этот да, попробовать. Пишите, что думаете. В общем, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Ну, я желаю вам хороших снимков с очень детализированными, красивыми тычинками и пестиками. Все, до новых встреч. Пока.